И это была жизнь среди близких друзей, среди родных людей, среди моих любимых студентов, среди моих любимых тренеров. И я даже не мог подумать, да, о том, что мы когда-то можем расстаться. И сейчас, да, вдалеке от Украины я делаю все, чтобы различными способами мы были вместе, да. Это была жизнь полная дружбы, любви, приключений, да, и вовлеченности в мир. Ты знаешь, вокруг меня люди говорили о том, что будет война, а мне это казалось так дико, что я вот, честно говоря, даже не верил в это. Даже когда мы встречались, у нас были семинары зарубежных тренеров, и они говорили, вот сейчас начнется война, я в это не верил, потому что мне казалось, что это просто невозможно. Поэтому на тех людей, которые говорили, что будет война, да, как будто бы мне казалось, что просто этого не может быть, потому что этого не может быть. Поэтому я точно не верил. Я решил отдохнуть с семьей в Шри-Ланке, и мы, значит, думали, спорили, когда улетать. 23-го либо 26-го. И мы так поспорили и решили все-таки, наверное, улететь 23-го, вот, потому что 26-го, скорее всего, там меньше дней отдыха. И получается, что мы вылетели из Киева 23-го где-то часов в 4-5 дня. То есть я думаю, что одним из последних самолетов. И когда мы приземлились уже в Шри-Ланку и доехали до отеля, да, вот в этот момент начали звонить мои друзья, родители, и мы узнали. Вот мы-то поехали всего, значит, на 10 дней. Вот. А я еще такой, знаешь, ну это сейчас я какой-то более цивилизованный человек. А тогда мы ехали на all-inclusive, все включено, и у меня не было карты, я даже карточки не взял. Взял почти немножко наличных, и все. Я не думал, что на Шри-Ланке нам придется прожить больше 3 месяцев. Да. Вот. И мы там из отеля потом перемещались все меньше, меньше бунгало. И ты видишь, я вспоминаю про Путин, если коротко, то ты сейчас говоришь, я вспоминаю вот этот первый день. Ощущение вот этого ужаса, да, и неверия одновременно, да, ужас, злость, страх, бессилие и неверие. И я так сижу так на берегу, а моя дочка так спит, и я вот на нее смотрю, так и такое ощущение было и страха за нее, и ужаса, и понимание, что вообще ничего может и не вернуться больше, да, и, а с другой стороны, может быть, это скоро должно закончиться. И я так смотрю, и так вот смотрю на нее, и, значит, пишу стих прям для нее, там как-то так. А Соня спит, она боится краба, и хвост варана ей внушает дрожь. А в года 3 она кричала жаба, не в силах отвращения превозмочь. Малышка спит, ее пугают волны, которые сбивают с хрупких ног. И мама с папой, что всегда виновны, не защитив ребенка от тревог. Моя малышка, спи, пусть эти страхи окажутся большой твоей бедой, и ты не будешь слышать об атаке, сметающей любовь своей волной. И вот так на тебя смотрел, так у меня капали слезы. Этот путь, который был 3 месяца, я как будто, ну знаете, не был на Шри-Ланке. То есть я там был, но моя задача была, находясь там далеко, помочь людям, моим студентам, тренерам, простым, пережить ужас войны. И мы организовали марафон, который шел фактически с 7 утра до 2 часов ночи, где 40 человек в онлайне, мы постоянно были на связи. Я почти не спал, потому что разница со временем была 3-4 часа с Украины, сейчас не помню. И я засыпал где-то в 5 утра, а просыпался где-то в 7 утра, и мы постоянно были на связи. То есть, и этот весь путь был, вот эти 3 месяца, да, он был как бы в Украине. То есть я был точно не в Украине. Но мы все помогали и помогали людям жить, мы все время были на связи.
И я тогда даже усталости не чувствовал. Было такое ощущение, что главное – сберечь людей. В этот момент, это же онлайн, это какая-то польза онлайна. Мы были свидетелями людей, которые жили в оккупации. Мы с оккупацией с ними работали. Мы помогали людям онлайн уходить из оккупированных мест. Мы были свидетелями людей, которые переезжали границу Украины в другие города. И все это еще осложнялось тем, что в Шри-Ланке была революция, там отключали свет. И света не было где-то по 15 часов в сутки. И нам надо было искать какие-то места с генераторами для того, чтобы хоть чуть-чуть быть на связи. Начали размышлять, куда ехать. И это был какой-то сложный выбор, потому что друзья звали к себе, а мы не очень понимали. И у меня, знаете, какое-то такое ощущение, так вот, знаете, как сердце так ёкнуло. Я вспомнил, что один из первых моих выездов за рубеж – это была конференция по психотерапии. Это такая большая международная конференция в Кракове. И у меня такое ощущение осталось теплое и доброе от Кракова, что я подумал, ну вот, чё бы к истокам не вернуться в том смысле, что это была первая моя, в общем, такая заграница. И мне так было хорошо. Давай попробуем. И это было решено буквально за неделю. То есть я не знал дальше, что будет, останусь ли я тут. Но еще меня там приглашали мои друзья там, в Испанию, или в Италию, или в Португалию. Это была такая возможность. Но мне важно было близость границы с Украиной. Близость границы с Украиной к моим студентам, тренерам и людям. То есть для меня это было принципиально важно. То есть я не хотел страну, которая далеко от Украины. Ну, вот так мы, в общем, выбрали Краков, который близко к Украине, да. И было много друзей, которые помогли нам. Мы с квартирой найти. Это было не так просто в тот период, потому что очень много людей приехало, и квартир фактически не было. Мы ее достаточно долго искали. Мы приехали в Краков, жили в маленькой очень съемной квартирке, пока искали другую, да. Вот, тогда, сейчас мы все помогаем друг другу. И мне очень много помогли, да. Угу. Самое трудное с переездом в Польшу – это было ощутить и понять, что непонятно на какой срок я здесь нахожусь. И понять, что происходит со мной, да, в этот момент. И сколько я здесь буду жить. Польша как государство существовала, как Речь Посполитая, достаточно много лет. Мы, да, как единое государство, существуем и существовали очень мало. И в этом смысле мы как будто бы хотим найти почву. И мы все время говорим, да, услышьте нас. В чем вот эта вот наша ярость и сложность по поводу России? Потому что Россия говорит, Рашка говорит, что нас нету. Вот они все время пытаются сказать, что Украины не существует. А мы все время говорим, да мы есть, мы существуем. Услышьте нас голос. Вы все делаете, чтобы нас игнорировать? Так мы уже 3 года показываем вам, кто мы такие. Увидьте нас. А они слепые. Я, понимаете, в чем дело? Я настолько погружен в проблему Украины, потому что я постоянно работаю онлайн и вживую с людьми с Украины, с военными, со студентами, что я, находясь в Польше, погружен в проблематику наших людей, помогая им. И для меня это важно. И для меня в этом смысле важно, что Польша дает нам возможность здесь жить и дышать. У меня нет никаких социальных связей, да, с поляками. Но у меня есть дружеские связи, у меня есть приятельские связи, где с минимальным количеством языка я ощущаю доброту, теплоту и комфорт. У каждого, в общем-то, есть своя там, да, идея, что делать с ребенком, да, как его социализировать, как сделать так, чтобы было хорошо. У нас была идея отдать ее в школу, где только поляки. Чтобы она была единственной там украиноговорящей, да, чтобы больше там никого не было. И эта вальдорфская школа, ее хорошо приняли. Они сказали, давайте мы дадим вам испытательный срок месяца, что вообще польского не знала. И если нам понравится,
то мы ее, в общем, возьмем. Она выдержит испытательный срок. Она там одна среди поляков, ей там очень хорошо. Да, она уже как будто ощущает, что она, в общем, такая. Полячка, она даже как-то смешно мне сказала: пап, ну мы же когда вернемся в Украину, я же буду на такси каждый день ездить в свою польскую любимую школу. Вот, то есть она как раз совмещает и польский язык, и польскую культуру. Я вспоминаю, как мы с ней готовили, значит, такой доклад, реферат про Шопена. И да, это как-то там меня затронуло, там же, да, вот у Шопена же тоже были проблемы с эмиграцией. Он же не мог вернуться в свою любимую Польшу. Он же находился во Франции. Я вот помню, как мы нашли эти слова, я Соне сказал, и как-то затронули меня, когда Шопен говорил: «Для меня небо Франции плакало польским дождем». Это, в общем, все, значит, это же Вальдорфская школа, они все отмечают дни рождения вместе. И, конечно же, я привожу, или Оксана ее приводит. И мы сидим, мы общаемся, я пью с ними чай как-то с польскими родителями. У них очень хорошая семейная обстановка. И мне нравится, даже если каким-то образом мало что-то знаю или говорю по-польски, но само ощущение, что мне рады, и мы с ними можем как-то какими-то жестами, пару словами обменяться, да, это является какой-то частью, да, такой польской культурной жизни для меня. Родители ее одноклассников. И она и про них, и про одноклассников рассказывает, и мы с родителями встречаемся, да, потому что Вальдорфская школа такая особенная школа, где является, в общем, ценностью не просто семья, а совместное проведение каких-то мероприятий, чтобы вся семья была вместе, чтобы все семьи собирались. И это, конечно, является каким-то таким для меня окошком, да, такой. Мне важно смотреть, что происходит в Польше, потому что, находясь в стране, невозможно находиться вне социального контекста. Поэтому, безусловно, если говорить про мою вовлеченность там, в социальную или в политическую жизнь, она, безусловно, есть, потому что это невозможно, нельзя игнорировать пространство, в котором я живу, поэтому меня точно интересуют проблемы Польши. Я даже тут, мне нравится, я там читаю, знаете, какие-то исторические сведения о Польше, о Речи Посполитой, об истории, потому что мне важно знать еще корни той страны, в которой я сейчас нахожусь. Да, потому что одно дело там помогать Украине, не понимать, останусь я в Польше или нет, это одна история. А другая история – это уважать ту страну, которая тебя приютила, уважать ее историю, ее корни, ее людей, чтобы не говорить, что я здесь там ненадолго, поэтому я ничем не буду заниматься. Это не так, это плохая история, да. Только тогда, когда мы можем понять, кто рядом со мной, что интересно этим людям, какая у них история, что у них болит и чем они гордятся, да? Только тогда можно чувствовать и корни здесь, и помогать в Украине. Здесь и в Польше прекрасные психотерапевты, я их знаю. И мы дальше будем заниматься и распределяться. Я думаю, что с поляками это очень интересно работать. И это то, о чем я говорил в начале, да. Мало вот так сказать, да, я хочу работать с поляками, и мы будем распространять нашу работу с поляками. Для того, чтобы работать с поляками, надо вчувствоваться и получить образование. Образование не в смысле нострификации диплома, а образование по культуре, литературе, социальной истории и корням. Мы периодически встречаемся с польскими психотерапевтами, у нас в целом хорошие отношения, да, и я точно готов, если они захотят, да, сделать что-то совместное в помощи полякам, украинцам. Это же естественный процесс, который происходит плавно, да. И я этим занимаюсь. То есть невозможно без подготовки, да, и такие люди есть, но они не учитывают социального контекста, не учитывают разность менталитетов. Для меня важно, входя уже, если мы будем работать с поляками, помогать полякам, да, как они помогают нам, важно понимать, найти общие языковые точки соприкосновения, исторические точки соприкосновения, и понимать, что я могу хоть немножко ощутить, как они росли и на чем есть их база восприятия, как чувственная, так и исторически-социальная.
Я, знаешь, во-первых, когда я приехал сюда, я вдруг вспомнил о том, что лет в 14 у меня была любимая книжка, ну, это не книжка, это была серия книг писателя Шклярского про Томика. Томик в стране кенгуру, Томик на Дальней Амазонке, Томик в поисках снежного человека. И вдруг я понял, что какая-то часть вот моей детской души, она была немножко воспитана. 14 лет, 15, да, такая подростковость, каким-то ощущением такой близости какой-то приключенческой польской культуры, да. И если брать сейчас, то мне интересно, я там и читаю, смотрю книги по Речи Посполитой, да, как это все образовывалось, что там происходило, как жили люди. И для меня это важно, безусловно. Это, знаешь, сейчас это все какая-то постоянная моя там детская идея создать два мира и объединить их. Вот я как будто в этих двух мирах и живу, понимаешь? В Украине, не находясь там, да, и в Польше, находясь здесь, но при этом соединяя это все. Первое, что сплачивает, да, народ, то, что это еда. И кухня, да, и Польши, и Украины, она же похожа. Да, тут пироги, да, в Украине вареники. То есть очень много похожей еды. Мне очень нравится, как поляки готовят утку. Вот утка у поляков получается особо нежная. Да, такая и с корочкой, такая поджаристая, и, в общем-то, такая и сочная. Вот. И еще они любят туда даже клюквенного соуса так добавить, да. Вот. Мне нравится, что в Польше есть такая любовь и уважение к грибам. Вот я сам не очень, к сожалению, могу позволить себе грибы, хотя я их очень люблю. Во-первых, вот я, ну, если брать так, я очень люблю Закопаны. Они очень похожи на Карпаты. Они очень похожи на Карпаты. Они, конечно, немножко другие. И люди там похожи. У нас гуцулы, а тут гуралы, да. И кухня похожа, и одежда похожа. И такое ощущение, да, что ты немножко и в Карпатах, да, и одновременно в Татрах, потому что все-таки горы там отличаются, тут больше снежных вершин, таких остроконечных. Я люблю гулять по Закопанам, такое ощущение одновременно и свободы, и уюта. Я, ты знаешь как, я вот точно знаю, где я пустил корни. Я пустил корни в своем районе. Мне он нравится. Там хорошо, я знаю магазинчики, я знаю места, где можно заниматься вокалом, я знаю, где собираются украинцы, где можно посидеть, походить. Польша, как и Украина, развивалась все-таки некоторыми городами. И если говорить про особенности, допустим, Кракова, я могу сказать, потому что я думаю, что в Варшаве немножко другая особенность, да? В Лодзе третья. Да? И вот мне кажется, вот это ощущение краковского, вот этого королевского величия, да, вот этой поднятой головы, вот вы пройдитесь по Кракову, вот пойдите там по Варшаве или по Лодзе, посмотрите, как ходят люди. В Кракове это высоко поднятая голова, это плечи. Это ощущение того, что у них есть почва под ногами, что они могут смотреть вперед, потому что у них под ногами сотни лет уверенности в себе и побед. Когда встречаются два народа, да, обойтись не может. Но в целом, мне кажется, происходит какая-то некоторая интеграция и понимание общей истории. Если раньше об этом вообще речи быть не могло, да, поляки не могли простить Украине что-то одно, Украина не могла Польше простить что-то другое, то сейчас вдруг внутри некоторой общей беды и надвигающейся угрозы происходит некоторая интеграция и понимание того, что не только трагедии, которые мы не можем простить, да, нас связывают, но и очень много общего, такого соединяющего общей истории, общей жизни, общего народа. У меня есть некоторое предположение, что сейчас за это время произошел достаточно сильный контекст интеграции.
И говорить, как показывает время и мир, все, что было построено, точно может разрушиться. Мы это видим, да? Поэтому, спрашивая о том, может ли разрушиться, всегда все может разрушиться. Мы это уже видели. До 22 года, до 14 года, да, мы не думали, что что-то может разрушиться. Мы думали, что уже все стабильно, да, что все хорошо, что настал 21 век. Оказалось, что мы в каменном веке, в феодализме, да, понимаешь, в чем дело? Поэтому, конечно же, все может быть. То есть, если мы будем прикладывать усилия к тому, чтобы понимать, что интеграция есть, да, само по себе ничего не состыкуется. Само по себе может только отдаляться или разрушаться. Я не могу чувствовать себя счастливым, когда война, да? Но то, что я чувствую, что здесь есть некоторая почва и опора для того, чтобы помогать людям, да, в Украине, здесь это точно есть. К сожалению, много чего не удается, да. Точно не удается ездить с друзьями в путешествие, да. Точно я меньше передвигаюсь по разным городам, да, потому что работаю в онлайне. То есть моя жизнь здесь стала более стабильной, да, в смысле отсутствия движения. Я, безусловно, езжу там в гости там, по разным странам, да, но если раньше в Украине у меня была постоянно жизнь в движении, то здесь она стала более спокойной. И я об этом скучаю. Да? Именно скучаю не о том, что она стала более спокойной, да, а о том, о пути. Я скучаю, вот, если брать вот так вот точно, по тому, как я выходил там на Днепр и смотрел там на закат, да. По Днепру, вот по реке Днепр, да, я сильно скучаю, потому что из моей квартиры был виден, да, Днепр и наши там 3-4 моста. И это такая, да, вот такое, знаешь, гложет, что этого точно не хватает. Да. Вот, не хватает каких-то моих там родных мест, в которых я знал, что были места моей силы, прийти, посидеть на них, походить, посмотреть. Да. А всякие там вещи, понятное дело, что можно скучать там и за виски, которые остался, ничего страшного, здесь там найдут. Да. Основное, это именно вот то, что я проведу, это люди, места, вкусы и запахи. Потому что вот вкус и запах, он навсегда там. Его здесь нет. Его здесь не будет, будет другой просто. В процессе каких-то критических изменений невозможно удержать все связи. Да, о каких-то связях там, с друзьями, с которыми я там дружил, сейчас редко переписываюсь, я скучаю, мне их не хватает. Да. С какими-то я нормально понимаю, что у них своя жизнь, они идут, это нормально. И это основной вопрос. Понимать, что в кризисной ситуации есть не только потери, но и приобретения. И этих приобретений много. Просто важно не зацикливаться на потерях и видеть и потери, и приобретения. Это естественный процесс, потому что во многих ситуациях мы становимся несчастными, потому что видим только то, что мы потеряли. Как вылечить, понимаете, в чем дело? Почти весь народ Украины, да, от того, что одни находятся в тяжелом проживании боли, горя и потерь, а вторые игнорируют это и где-то за рубежом радуются. Это расщепление, которого не должно быть. Люди, которые находятся в войне, в ужасе, или которые в эмиграции, но все равно находятся в потерях, должны ощущать, что кроме боли, угрозы и насилия есть еще жизнь. И это важно. Вот точно что мне снится, что у меня, когда я был в Украине, близкий друг есть Витя, мы все время раз в месяц к нему приходили, приезжали где-то, мы на огне готовили там шурпу или плов, сидели, обсуждали, собирались наши друзья туристские. И вот мне часто снится, что я в Украине, у него дома. И мы вместе готовим плов или шурпу, приезжают наши близкие, родные друзья, причем те друзья, да, это же сон, там, то, что может быть угодно, те, которых он даже не знает и не видел, да, какие-то мои старые друзья. Мы такой большой-большой компании все вместе что-то готовим, да, и вот этот сон, его в Украине не было. Он появился здесь. Слушай, у меня накатываются слезы
от теплых воспоминаний и от боли того, что разрушено. Но мне важно, кроме этой боли, которая есть, потому что она никуда не денется. Я думаю, не только у меня, но и у каждого, кто в Украине, да, эта боль будет навсегда. Но важно, кроме боли, еще ощущать, что мы что-то еще можем сделать. Эта боль будет с нами, она не уйдет. Потому что то, как мы жили, и внезапно разрушились 1000 судеб, она не избавится. Мы от нее не избавимся. Важен вопрос в другом, да, в том, как мы будем жить дальше с этой болью. Шла дівчина лучками, 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 несла фартук з грушками, з грушками, з грушками, з грушками, здибав її парубок. Парубок, 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 віддай дівча заробок, 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 заробок. Кого люблю трошечку, 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 тому дам я грушечку, 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 грушечку. Кого люблю сердушком, 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 тому дам я з фартушком, з фартушком, з фартушком, з фартушком.